Всем привет! Видео индивидуальное для Елены из города Ноябрьск. Товар уже едет в пути и достаточно большой объем работы предстоит. Ну, большой прямо, для человека без опыта это прямо грандиозная работа. И я думаю, что вы будете не стесняться и звонить, и писать. Если вы, например, пишете и вам не отвечают, бывает, что менеджер не сразу видит. Обязательно звоните, то есть все вопросы сопровождения какие-то задаете, и мы вместе разбираем, где и как поступить. Вот такой образец. Это не ваш цвет, это цвет похожий, ну, взяли просто тональность подходящую и нанесли тот образец, которого видео нет на нашем канале, покрыли воском белым. В общем, смотрите, как это все нужно выполнить, и обязательно задавайте вопросы, если будет что-то непонятно. Ну а все остальные, кто смотрит наш канал, обязательно оцениваем, ставим лайк, подписываемся, если вы еще не подписаны. И если вы хотите тоже индивидуальный видеоурок, вы можете заказать у нас декоративную штукатурку, и мы обязательно поможем вам с выбором цветов, с расчетом площади материала, организуем отправку и покажем вам вот так вот, как наносится этот образец. Покрываем стену кварцгрунтом или праймером. Колерованный желательно, чтобы он был цвет штукатурки. Желательно. Либо приблизительно похожие цвета. Он чисто теоретически белый, это тоже подойдет. Это не критично. Но легче и надежнее, если кварцгрунт или праймер будет заколерован. Для чего наносится кварцгрунт? Для лучшего сцепления со стеной. Легче наносить штукатурку декоративную, особенно если своими руками. Ну, скажем так, вот простыми словами. Если у вас шпаклеванная стена, по шпаклевке штукатурка бывает проскальзывает. Ну, таким простым языком, если. А кварцгрунт создает определенную шероховатость и более удобно наносить. Также он выравнивает цвет стены. Где-то темные пятна, где-то светлые, какие-то стробы заштукатуренные. Все это цвет выровняет. Покрываем просто, как будто бы красим. Раскатываем валиком по стене и оставляем сохнуть примерно часа на 4. Труднодоступные места кистью. Наносим колерованную декоративную штукатурку. Это пастообразная штукатурка. Можно использовать в данном случае лофт, например, лайт, травертин, тоже, например, лайт, он более зернистенький, ну, не слишком зернистенький. Сильно зернистая не подойдет в данном случае, то есть это может быть из линейки лайт, травертин или лофт, а также это может быть известковый мармарин. Мармарина кольче, например. Не старайтесь накладывать толстые слои. Слой должен быть такой, чтобы укрыть стену, и чуть больше. Чем толще слой, тем выше расход, и штукатурки может не хватить, поэтому регулируйте слой. Если штукатурка кажется густовата, ее можно развести водой до удобной консистенции.
Наносим участками. Можно по диагонали. Смотрите внимательно за движением руки. Нанесли участок на стене, удобный для руки. Вы не наносите вот так вот всю стену, вы наносите участок. И далее с помощью щеточки тампуем вот такие дырочки. Чем толще будет слой штукатурки, тем глубже будут вот эти поры, создаваемые щеткой. Эти поры, дырочки, могут быть уже или шире на ваше усмотрение. И также их расположение может быть по диагонали или по горизонтали. И наносятся они, формируются с помощью вот этой щетки, пока штукатурка декоративная сырая. Вы натамповали щеткой вот эти дырочки и продолжаете следующий участок, пока штукатурка сырая. Формируется фактура, пока штукатурка сырая. Нанесли слой, натамповали, нанесли следующий участок, натамповали. В шахматном порядке следующий участок нанесли, натамповали. Вот по такому вот принципу. И вы, когда будете наносить, обязательно обращайтесь. Можно писать или звонить, задавать вопросы. Немножко ждем высыхания, минут 10, и продолжим. Штукатурка подсохла немного, и мы ее приглаживаем. Чистой кельмой, плоскостью. Видно, да, что где-то она еще не досохла, но мы ее все-таки немного подожмем и потом еще раз вернемся. Доделаем уже до гладкого состояния. У вас это может получиться за один раз. То есть нужно выждать время, именно удобное время, когда она достаточно подсохла, и чистой влажной кельмой приглаживаем. Еще дождались мы подсыхания и приглаживаем до того состояния, когда начинает уже нравиться. То есть более гладкая поверхность, ярко выраженная фактура встает, нету острых выступающих частиц. И вот такое вот нанесение мы оставим полностью высыхать. После высыхания штукатурки декоративной, ну как видите, она у нас не полностью высохла, немножко сверху
темные пятна говорят о том, что штукатурка немного не досохла. Но она у нас, по нашему мнению, уже пригодна к покрытию воском. Покрываем воском с белым пигментом. То есть это такой состав защитный, он по густоте чуть гуще лака, дает защиту и оставит небольшие белесые такие следы во внутренней части, в глубине фактуры. Покрываем с помощью валика и вот так вот кельмой поджимаем, убирая воск с верхов. Сейчас он видится очень белым, но при высыхании он вот эту прям явную белизну, все-таки уйдет она, эта белизна. То есть останется слегка белесые. Сразу же смотрите, как меняется фактура, да? Покрываем и чистой кельмой снимаем с верхов излишки воска. Придавая поверхности защиту и дополнительный эффект. И, между прочим, этот воск можно заколеровать в другой цвет, например, темнее. И тогда в углублениях будет темный цвет, ну, более темный, чем штукатурка, скажем так. Воск этот колируемый. Покрыли, ждем полного высыхания. И покажем вам итоговый вариант. И даже сейчас уже видно, что здесь вот белое-белое, а здесь уже подсыхает и становится темнее. Белый цвет только в углублениях. И то сейчас он высохнет и станет менее явным. Ждем высыхания.